Всем привет! Сегодня смотрим на еще одну новинку от компании Huawei. Хотя Honor просит называть себя отдельным брендом, но мы-то с вами знаем, что все это из одной кормушки. Это Honor 10, и, к большому сожалению, в Китае он был представлен раньше, чем во всем мире. Поэтому о телефоне мы практически все знали заранее. По крайней мере, то, что удалось перевести с китайского. Аббревиатуры у них бывают такие странноватые. Только по цвету уже понятно, что Honor 10 перенял дизайн от Huawei P20. Здесь будет 4 цвета. Это полночный черный и ледяной серый. Также два смешанных цвета. Градиенты не такие, как на P20, поэтому телефоны можно будет отличить, это хорошо. Но они похожи. Здесь мерцающий синий и мерцающий зеленый. Выглядит прикольно. Следующая челка, она здесь есть, не буду скрывать, не рад, но ничего не поделать. Хотя у телефона есть так называемый режим: хозяин, хочешь буду для тебя айфоном, а хочешь буду для тебя самсунгом. Так что жить можно. Сразу опустим тему Emotion UI. Он здесь есть, он такой же китайский, чуть обновленный, хотя справедливости ради стоит отметить, что Huawei P20 Pro, с которым я сейчас хожу, удалось неплохо настроить под голый Android, сменив лаунчер и поставив новую тему. Так что даже Emotion UI может выглядеть как нормальная оболочка. Здесь он 8.1 версии, Android тоже 8.1, а еще NFC и Bluetooth 4.2. Пятый не завезли. Смартфон стеклянный с обеих сторон, какие-то стекла производитель не раскрывает, хотя заднее стекло аж из 15 слоев, поэтому оно так красиво переливается, наверное, прочное, но в любом случае выглядит хорошо. Расположение элементов стандартное. Здесь опять же хочется сравнить его с P20, потому что от старого Honor здесь не осталось ничего. Это прям такой флагман-флагман. И я не удивлюсь, если люди будут выбирать между Honor 10 и P20. Я сам знаю кучу народу, которым Honor нравится больше Huawei, поэтому ничего такого в этом нет. Рамка здесь алюминиевая, выкрашена под цвет корпуса, есть ИК-порт и слот для двух сим-карт. К сожалению, microSD вставить нельзя. И, наконец, звук. Он здесь стерео, и в очередной раз это хороший смартфон с хорошим звуком. Самое главное отличие — это кнопка под экраном. Она стала просто сенсорной, находится под стеклом, в ней есть быстрый сканер отпечатков пальцев, сама она хорошо работает. А еще есть Face Unlock, тоже работает молниеносно. Переходим к экрану. IPS-матрица, разрешение 2280 на 1080 точек, соотношение 19 к 9, а диагональ экрана 5,84 дюйма, но ощущается в руке как смартфон с диагональю 5,2 дюйма. В общем, очень компактный. Камера. Самое главное, про камеры забыли. Спереди это все те же 24 мегапикселя. Камера действительно очень хорошая, но сразу видно, что не эталонная. Сзади это 16 и 24 мегапикселя, и вы уже поняли, что камера не от P20, и она хоть и хорошая, но на уровень ниже, так что будем тестировать. Зато здесь есть много разных интеллектуальных фишек, сзади даже написано AI-камера, есть распознавание лица, распознавание объектов, сцен стало больше, полезная вещь — выравнивание горизонта, а для селфи-камеры есть функция Light Fusion, которая улучшает вашу фотографию. Здесь сразу можно отметить и умную галерею, которая работает в паре с искусственным интеллектом. Она группирует вместе одинаковых людей, одинаковые сюжеты. Например, вы с друзьями сделали селфи с утра, вечером и через неделю, и все они будут в одной группе. Отмечу еще функцию группового проигрывания музыки. Можно одновременно подключить до 9 телефонов и включить песню «Магадан», например, в подъезде. Отличная функция, которая работает по QR-коду, и в подъездной вечеринке прям незаменимая вещь. Цены. В России смартфон начнет продаваться уже совсем скоро, но они пока неизвестны. Тем не менее, 27 апреля он уже поступил в продажу в Китае, и там стоит 2600 и 3000 юаней. На доллары это 415 и 460 примерно, на рубли 26 и 29 тысяч. В России обещают примерно такие же цены. Прибавляйте пару тысяч и получите окончательную цену. И, кстати, у нас в России версии на 6 гигабайт оперативной памяти не будет, только 464 и 4128. Все. Если вам понравилось это видео, вы хотите больше роликов про Huawei, ставьте лайк. Если не понравилось, ставьте дизлайк и подписывайтесь. Точнее, наоборот как-то. Получилось неплохо, хозяин.